В комментариях я часто вижу вопросы про обезжиренные кисломолочные продукты, про их пользу и вред. Поэтому я решил записать этот ролик и объяснить 5 причин, почему не нужно употреблять обезжиренные кисломолочные продукты. Я лично никогда их не употребляю. Первая причина. С точки зрения тибетской медицины, молочные и кисломолочные продукты являются слизеобразующими продуктами. А если они еще и обезжирены, то эти их свойства увеличиваются многократно. Поэтому употребление обезжиренных кисломолочных продуктов приводит к накоплению слизи в организме. Накопление слизи в организме замедляет метаболизм и охлаждает организм, то есть негативно действует по всем 3 обогревателям. У нас есть понятие тройного обогревателя: верхний, средний и нижний. Обогреватели – это не органы, это совокупность функций органов. Верхний обогреватель – это функции сердца и легких. Средний – это огонь пищеварения, функции желудка и селезенки. И нижний – это функции почки, мочевого пузыря, мочеполовой системы и кишечника. И вот с точки зрения тибетской медицины, так как обезжиренные кисломолочные продукты являются слизеобразующими, они замедляют функцию всех 3 обогревателей. Для моих новых зрителей вот в этом ролике вы можете узнать больше о том, что такое слизь. Вторая причина. Кисломолочные продукты содержат очень мало углеводов, до 3%, и большое количество белков, до 25%. Это в основном альбумин и казеин, и очень много аминокислот с разветвленной боковой цепью, так называемый БЦА. А вот чтобы хорошо всасывались все эти белки, нужны жиры. А в обезжиренных кисломолочных продуктах жиров мало, поэтому всасывание всех этих полезных белков происходит очень медленно и плохо. Более того, обезжиренные кисломолочные продукты могут вызывать дискомфорт в кишечнике в виде тяжести или метеоризма. А еще хочу отметить, что при удалении жира из молочных продуктов уменьшается количество жирорастворимых витаминов, таких как А, Д, Е, К. Как вы знаете, эти витамины важны для здоровья костей, зрения и иммунной системы. Третья причина. Употребление кисломолочных продуктов приводит к усилению выработки глюкагоноподобного пептида 1, который усиливает секрецию инсулина, но только на короткий период, пока сахар крови не снизится. Но поскольку в кисломолочных продуктах мало углеводов, которые повышают сахар, то этот процесс произойдет на короткое время, но зато глюкагонный подобный пептид 1 останется, а он в свою очередь снижает аппетит и увеличивает чувство насыщения, но только при употреблении кисломолочных продуктов нормальной жирности. Четвертая причина. Во многие обезжиренные кисломолочные продукты добавляют различные вкусовые добавки, чтобы сделать его вкус приятнее. И еще могут добавлять синтетические витамины для того, чтобы сделать лучше питательные свойства этих продуктов. Но все они являются очень вредными для нашего организма. И здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что все натуральные продукты, и в том числе кисломолочные, они и так полезны для нашего организма. А когда что-то оттуда убираем и что-то добавляем, я не знаю уже в конечном счете, какой продукт получается. А еще содержание жира в кисломолочных продуктах дает ощущение сытости на долгое время. Возможно, многие из вас замечали, после употребления обезжиренного кисломолочного продукта нет ощущения сытости, есть ощущение тяжести в желудке, но при этом через какое-то время, 30 минут, максимум час, хочется снова есть. А правило здорового питания гласит о том, что мы не должны делать перекусы между приемами пищи. А при употреблении обезжиренных продуктов, хотите того или нет, вам будет хотеться делать перекусы, потому что вы будете испытывать голод. Пятая, немаловажная причина – это проблемы с усвоением кальция. Для усвоения кальция нужны жиры, а употребление обезжиренного кисломолочных продуктов приводит к тому, что кальций усваивается хуже. И такие продукты менее полезны для здоровья наших костей. Ну, вообще, во многом мы употребляем кисломолочные продукты именно из-за кальция. Поэтому в чем суть обезжиренных кисломолочных продуктов? Подумайте сами. Я подозреваю, что вот обезжиренные кисломолочные продукты появились в ответ на снижение калорий.
да, есть закон сохранения энергии, то, что мы съедаем сколько килокалорий, столько и мы должны потратить. Ну вот мы, когда натуральные продукты обезжириваем, их килокалорий уменьшается, но при этом мы можем съесть по объему эти продукты побольше и как бы наполнить желудок. Но в плане пользы для нашего организма это получается пустые продукты. Лично я в своем рационе не употребляю эти продукты и вам не советую. Всегда вы можете пользоваться правилом: за завтраком жиры, за обедом белки, за ужином овощи. И второе. Лучше съесть меньше по количеству, но богатый микроэлементами и витаминами продукт, чем много, но пустые продукты. Будьте здоровы!